Представители знака зодиака Скорпион. Здравствуйте, мои дорогие скорпионы. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 10 по 16 марта. Давайте узнаем, каковы события будущего и с чем это будет связано. И у нас сегодня карты пасьянса. Маленькие рандомные карты. Точнее, рандомное значение, которое они нам показывают. Никогда не знают, что выпадет. Вот давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего для вашего знака зодиака. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но надежда у меня она есть на то, что мы с вами проведем приятное время, и каким-то образом наш расклад вам будет полезен. Итак, давайте смотреть. Именно больше на события нацелен пасьянс или может нам беспристрастно показать какую-то историю, с чем мы можем столкнуться. Или какие вопросы в центре вашего внимания. У вас совпадает очаг. И это вопросы дома. И у кого-то буквально, может быть, идет ремонт. Или вы собираетесь сделать свое жилье более комфортным. Обустраиваете свое гнездышко. Но это еще могут быть вопросы или какие-то темы через взаимоотношения, это наши домочадцы. Но, в принципе, это спокойное где-то течение жизни. Или то, что у нас все находится под контролем. Может это значение кому-то из вас напоминать об отдыхе, потому что дом – это то место, куда мы приходим восстанавливать силы. И для вас, видимо, восстановление сил будет иметь не последнее значение на этой неделе. Куда-то не торопитесь, сразу уже нам карта говорит. Как ваше благополучие, оно присутствует на этой неделе. Это имеется в виду, что вы уже какой-то определенной планки достигли. И здесь есть цель, намерение, может быть. Но и будет очень важно сохранять все то, что вы уже имеете на данный период времени тоже. Потому что, когда выпадает вот это значение очага, это, знаете, наше какое-то состояние души определенное. Имеется в виду больше баланса, больше понимания. И даже если вы находитесь сейчас в той обстановке, которая ни разу не говорит об спокойствии, мои дорогие, то тогда внутреннее спокойствие определенно стоит хранить. И, опять же, наблюдать. Куда-то не торопиться, не спешить. Себя сохранить в сложные времена – это искусство, помните об этом тоже. Здесь как по судьбе вам дается такая передышка, или, я бы сказала, у вас вообще 2025 год – это время, когда внутренняя перезагрузка очень важная для вас самих происходит. Что я имею в виду под этими словами? Когда вы перестаете куда-то торопиться, или когда многозадачность какая-то уходит из вашей жизни, а больше приходит на смену вот этому где-то внешнему хаосу, определенности, защищенности, уверенности в себе. И, может быть, поэтому первое значение вам выпадает. Вот переключиться на эти энергии будет важным. По крайней мере, себе не навредить, это точно. И раз выпадает крест, это как нам по судьбе что-то. Ну, давайте попробуем до конца пройти наш расклад, достанем карты, чтобы увидеть, о чем они нам тут рассказывают. Смотрю, что у вас еще совпало. И правда, вот я даже не вижу каких-то еще совпадений. Пока, по крайней мере. Давайте до конца разложим. У кого-то дома гости. Приезд, может быть, какого-то человека в гости. Или вы куда-то собираетесь в гости. Такое тоже могу предположить. Или пусть это будет какая-то важная встреча с теми персонами, которые каким-то образом, либо своими решениями, либо контакты с этими людьми вам могут быть полезны. И вы, кстати, можете сомневаться, потому что у вас еще выпадают мечи. И мечи это не есть, знаете, какая-то конкретика. Отнюдь нет. Это наше внутреннее состояние, к примеру. Это может быть как, ну, как внутренний какой-то
как диалог наш, да, когда мы и в себе, с одной стороны, сомневаемся, а выгорит ли у нас какое-то дело, а сумеем ли мы решить какой-то вопрос. Вот этих «если» тысяча, наверное. Но значение предусматривает, что сеанс самокопания у нас завершается, мои дорогие. Вот это точно, не мешайте себе. Может быть, анализом прошлых лет или каких-то прежних ситуаций. У нас сейчас мы с вами проживаем в эпоху перемен. И постепенно, шаг за шагом, день за днем, наверное, нас сводит или приводит реальность к тому знаменателю, что мы понимаем, да, и прежние методы могут уже не работать, или какие-то события из прошлого мы можем оставить как ситуацию, чтобы для нас это был, ну, просто не более чем опыт. Но заново переигрывать или заново, ну, как оживлять в нашей душе, особенно те события, которые были со знаком минус. Помните, мои дорогие, пока вы позволяете даже мысленно присутствовать в вашей жизни тому человеку, который вас обидел, или каким-то образом, ну, принес вам некоторый деструктивный период в вашей жизни. Так вот, пока мы позволяем всему то, что со знаком минус, жить в нашей ментальности, мы не освобождаем пространство для более позитивного, для более радостного, для более искренних людей в нашей жизни. Поэтому зацикливаться, да, вот есть такая фраза или слово, определенно не стоит. И получение денег тоже. Будьте добрее, милосерднее сами к себе, мои дорогие, любимые скорпионы. Это правда. И все карты, точнее значения этого пасьянса, вам как раз об этом. И пока с вами говорю, смотрю, что еще у вас совпало, потому что в этом пасьянсе мы можем соединить те значения, которые находятся по бокам. И у вас совпадает тогда венок. Мы можем сложить и это радость. И у кого-то из вас, когда венок соединяется именно с крестом, это могут быть личные отношения, личная жизнь, это добрые доверительные отношения или даже те, которые идут к бракосочетанию. Кто-то из вас может готовиться. Понятно, не все. Будем реалистами, правда, а то мне пишут. Мне там столько-то лет, а вы мне тут про свадьбу. Всегда надеюсь на то, что вы не очень узко видите эту ситуацию, а то, что вы допускаете, есть разные люди, кому это важно услышать, и меня смотрят разного возраста люди, и у каждого свои задачи. Хотя я должна признаться, мои дорогие скорпионы, я действительно вас люблю. От подобного рода комментариев я по большей части избавлена, потому что скорпионы мне редко пишут вот какую-то такую несуразицу. И я должна сказать правду, мои дорогие, у вас ведь стоит на повестке этой недели личная жизнь. Да еще и по судьбе. Свадьба. Особенно, когда вот эти три значения. Поэтому у кого из вас отношения, ну, может быть, уже какой-то период складывались, то здесь они могут укрепиться. Или все идет к тому, что вы можете их оформить юридически. Я могу, конечно, предположить, для кого-то и разводы могут быть. Но развод в этом пасьянсе не предусмотрен, это правда. Но когда совпадают, особенно тут три значения, понимаете, как по судьбе, и действительно вот этот венок, прочный союз, и может означать как бракосочетание или оформление ваших отношений. Или когда ваша личная история будет продолжена. Причем в новом формате, переформатирование ваших отношений. И такое тоже могу допустить. Ну и понятно, кто-то готовится, может быть, к принятию гостей в связи с вот с этим событием. Но и деньги, вопрос денег. Может быть, сами по себе получение денег, каких-то гонораров или тех денег, которые задерживались. Но и считай деньги, об этом тоже нам говорит карта, потому что финансовая составляющая – это основа нашего благополучия. Смотрю, что еще у вас могло совпасть. И, в общем-то, не вижу. Идем дальше. Давайте картами Таро дополним эту неделю. И первая карта – неожиданность. Неожиданные события для вас, скорпионы. С чем это может быть связано? А вторую карту как добрые события. Или что вас приятно удивит, что вас обрадует. К чему все идет? Сфера вашей работы, достижений, профессиональной деятельности и денег
сфера личной жизни и любви. Что же тут по неожиданностям? Ух. Перемены, мои дорогие. Мне очень нравится эта карта, это колода ангелов-хранителей или патронажа поддержки ангелов. Колесница, старший аркан и те события, которые вокруг вас, они, тем не менее, влияют, оказывают влияние на вашу жизнь или на перемены. Перемены в вашей жизни. Вы уже практически как в эпицентре этих перемен находитесь, причем счастливые перемены, потому что это как сила желаний и Виктория, победа, мои дорогие. Но мы тут можем что-то передумывать. Нам необходимо именно передумать или перестроить себя, адаптировать себя к каким-либо условиям, к ситуациям. Но очень добрая карта в неожиданностях, счастливые перемены, возможности, мои дорогие. Сам ангел, который прорисован в колеснице, словно расправил руки, крылья и вот так безмятежно парит над землей. Ну, правда, встречайте какие-то добрые, позитивные, может быть, как новости, информацию, предложения, радостные признания, может быть, в любви. Возможно, это у кого-то по работе тоже важные события. Может быть, это и события извне, которые к вам приходят и перед вами открывают новые перспективы. Самое главное по этой карте – не оглядывайся назад. Прошлое не имеет значения. И встречай все новое, что приходит или пытается войти в вашу жизнь. Что же за доброе событие или что вас приятно обрадует, мои дорогие, правда? Всегда говорю, скорпионы – это маги и волшебники. И карта силы – это тоже изображенная ли мне ската над головой девушки. Это свидетельство о том, что энергия как у мага. Да, с одной стороны, нам приходится причесывать некоторым образом собственное эго. Вот этот лев – это прообраз нашего эго, это прообраз наших сильных эмоций, когда мы себе не должны навредить. Может быть, как наше несогласие по какому-то вопросу, или, может быть, наше несогласие с какими-то внешними событиями, обстоятельствами, но, тем не менее, мужество будет заключаться в том, что мы принимаем, даже если мы не согласны с чем-то, но принимаем мы все равно то, что в нашей конкретной жизни есть в моменте здесь и сейчас. И, может быть, это и будет означать некоторую внутреннюю дипломатию или внутренний баланс, потому что по этой карте баланс мы, безусловно, держим. Но это карта силы и возможностей, поэтому как добрые события, хоть камни с неба, мои дорогие скорпионы. Хотя камней нам тут как раз не говорят, но все же каждый из нас находится в своей какой-то внешней обстановке, при своих условиях. Но у вас сильная позиция, и интуиция у вас работает как положено. Но будет очень важно верить в собственные силы, верить самому себе. К чему же все идет? Шикарно. Люблю эту карту. Девятка воды, ну или девятка кубков. И хоть и в обычных колодах, я обычно говорю, это карта эгоиста, а в этой колоде она немножко другая. Нам здесь конкретно 3 значения прописаны. Желание, мечты, счастье. Мне нечего добавить. К чему все идет? К исполнению желаний, исполнению мечты и, к счастью, новое качество жизни, мои дорогие. Вот это перезагрузка. А вверху у нас аркан, колесница, добрые, счастливые перемены. И все то, что я говорила по картам пассианса, вот об этом периоде жизни на 2025 год. Здесь, словно, знаете, даже если какие-то энергии в вашей жизни рвутся наружу или пытаются словно завершить прежний жизненный этап, отпускайте все. Отпускайте и говорите, может быть, тому, что было в прошлом, спасибо, что ты был или было, или была. Но я иду дальше, потому что по девятке это карта, знаете, как самодостаточности. Безусловно, карта денег. Потому что деньги все-таки никто не отменял как основной, такой фундамент нашего благополучия или способ взаимодействия с миром. Через деньги мы можем осуществить исполнение мечты и желаний, согласитесь, правда? Поэтому тут могут быть где-то к чему все идет, как изменение финансовой системы, финансовой структуры. Определенно, не случайно вам еще и деньги выпали в пассиансе.
какую-то вашу финансовую стратегию, либо по-новому вам предстоит обустроить, отстроить, или быть внимательному к тому, как развиваются, может быть, события в сфере финансов. Для вас финансовая составляющая – это где-то и ваша сила, может быть, один из приоритетов. По крайней мере, благополучие вы никаким образом не можете на второй план свое собственное поставить. Или ваши желания, цели, они тоже через деньги где-то как возможности появляются, добавляются. И самое главное, это доброе продолжение следует, когда вы можете осуществить как и свои намерения, свою цель и мечту. У каждого она своя, но реализация или самореализация в центре, как и этой недели, но и с учетом двух старших арканов, это еще и возможности на долгий период времени. Сфера ваших достижений. Ну что тут мне сказать, мои дорогие любимые скорпионы? Вообще редко такое бывает, когда и карта силы, и карта мага. Да, это, кстати, может говорить о том, что пара, и это как союз двух сильных людей, и вот две вот эти лимнискаты. Нам еще предстоит договариваться. И мы тут не ломаем друг друга, мы не пытаемся друг другом манипулировать, хотя в то же время сильные люди понимают, что один будет пытаться где-то другим манипулировать. В силу привычки, возможно, и так. Но, значит, себя следует останавливать, потому что какой-то союз не должен быть разрушен. Для тех, кто из вас сейчас, может быть, в одиночестве, в сольном варианте, самое время подумать, может быть, есть смысл завершить. Вот эта добрая неделя вам может подарить знакомство с тем человеком, который будет словно в ваших энергиях, будет очень важен для вас. А может быть, какое-то прежнее знакомство получит продолжение. Не отказывайтесь от каких-то контактов, потому что мы никогда наперед не знаем, ну вот как с чем человек приходит в нашу жизнь. Поэтому без предубеждений, без предварительных каких-то шаблонов вам обе карты, как и силы, так и мага, предлагают действовать, встречать какие-то добрые события или, может быть, добрые отношения, добрые возможности. Но здесь я вижу, вообще практически по всем сферам жизни вы можете получить то, чего вы хотите, с учетом и этих двух карт. Мне нечего добавить. Личная жизнь. И будьте готовы к переменам. Это у нас рыцарь жезлов. Здесь словно ситуация убыстряется. Всегда по этой карте проходит скорость. Или когда на этой неделе вам действительно придется совершить некоторые мелкие поездки или переезды, чтобы что-то согласовать. Жезлы, дела, работа, бизнес. Может быть, это и будет касаться личной жизни, но это значит, может быть сопряжено с документами, финансовыми вопросами или местом вашего пребывания. Или планируете вы где пребывать, к примеру, да, где будет находиться ваш очаг. Самый разный спектр вопросов. И даже несмотря на какие-то неожиданности или убыстрение событий. Все карты, что в пасьянсе, что в Таро, говорят вам о добрых переменах, о доброй трансформации, об новом этапе нового качества жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.